Ты стоишь на коленях. Солома больно впивается в ноги через шелковые чулки. Французский палач за твоей спиной снимает обувь, чтобы подойти абсолютно бесшумно. Ты королева Англии, но прямо сейчас ты главная преступница государства, для которой даже не приготовили гроба. Как ты здесь оказалась? Как дочь простого дипломата смогла сломать хребет всемогущей католической церкви, свести с ума самого опасного короля Европы и закончить жизнь на плахе всего через 1000 дней? Сегодня ты узнаешь, какова реальная цена короны. Останься до конца, и я расскажу, какую леденящую душу последнюю шутку ты сыграла над своим мужем за минуту до того, как меч опустился на твою шею. Ты родилась в начале XVI века, но никто даже не потрудился записать точный год твоего появления на свет. Ты родилась женщиной, красивой игрушкой, которая должна радовать глаз и принести выгоду твоей семье. Твой дом – замок Хивер в Кенте. Ты помнишь его высокие башни и холодные стены. Именно такой ты и должна стать – чопорной Матроной, благочестивой, молчаливой. С самого раннего детства ты понимаешь одну жестокую вещь – ты нелюбимая дочь, ты инвестиция. Твой отец, Томас Болейн, смотрит на тебя как на фигуру на политической шахматной доске. Пока другие девочки играют, тебя заставляют часами сидеть за книгами и стирать пальцы в кровь, играя на музыкальных инструментах. Ты растешь с тяжелым осознанием. Твой долг – выгодно продать себя при королевском дворе. В 12 лет твое детство заканчивается. Отец отрывает тебя от дома и отправляет в самый блистательный и опасный двор Европы – в Париж. Франция оглушает тебя. Именно здесь ты проходишь свою настоящую школу выживания. Ты наблюдаешь за королевами и фаворитками и быстро усваиваешь урок. За внешним лоском и шелком скрываются смертельные интриги. Ты учишься читать чужие мысли, видеть скрытые мотивы. Ты понимаешь страшную правду. Здесь одно неверное слово может стоить карьеры, а иногда и жизни. Ты учишься прятать свои настоящие мысли так глубоко, чтобы их никто никогда не нашел. Когда в 20 лет отец возвращает тебя в Англию, ты уже не та наивная девочка. Вокруг светлокожие блондинки, а ты смуглая, с глубокими черными глазами. Твой французский шарм действует на мужчин как гипноз. И вот здесь ты совершаешь свою первую и последнюю человеческую ошибку. Ты искренне влюбляешься. Его зовут Генри Перси. Он наследник могущественного графа Нортумберленда. Вы тайно встречаетесь, вы клянетесь друг другу в любви. У вас негласная помолвка. Тебе кажется, что в этом жестоком мире есть место для чувств, что любовь может победить политику? Как же ты ошибалась! Когда слухи доходят до всесильного кардинала Уолси и отца Перси, они раздавливают вашу любовь сапогом. Генри насильно увозят на север и заставляют жениться на другой. Тебе даже не дают с ним попрощаться. Этот разрыв ломает тебя. Задыхаясь от слез и унижения, ты понимаешь горькую истину. Здесь правят только деньги и власть. В ту ночь старая Анна умирает. Ты клянешься себе, что больше никто и никогда не будет вытирать о тебя ноги. Ты навсегда прячешь свое сердце за непроницаемой маской вежливой придворной улыбки, становясь осторожной и холодно расчетливой. Больше никаких сказок. Поэтому, когда твоя родная сестра Мария становится любовницей короля Генриха VIII, отдает ему все, а он вскоре выбрасывает ее в тень за ненадобностью, ты смотришь на это с ледяным презрением. И когда сам король Генрих VIII, огромный, привыкший брать все, что пожелает, обращает свой хищный взгляд на тебя, ты уже знаешь, как играть в эту игру. Он пишет письма, он ждет покорности, а ты бьешь его самым страшным оружием. Ты говоришь королю слово, которого он никогда не слышал. Ты говоришь
Нет. «Я не стану очередной фавориткой, которую выбросят как мусор», — заявляешь ты. «Только королевой. Страх сковывает тебя, но ты берешь себя в руки. Отныне твой девиз «все или ничего». Эта абсолютная недоступность сводит Хенриха с ума, превращая его интерес в слепую страсть. Ты вступаешь в смертельно опасную игру на лезвии ножа. Ты думаешь, что контролируешь ситуацию, что твой холодный расчет защитит тебя от короля? Через пару минут ты увидишь, как именно эта манипуляция приведет к тому, что по всей Англии запылают монастыри, а ты сама подпишешь себе смертный приговор. Твой подъем начался в 1526 году. 7 лет. Ровно 7 лет ты балансируешь над пропастью. 7 лет ты держишь самого опасного хищника Европы на коротком поводке. Позже эту игру назовут «великим делом короля». Он осыпает тебя землями, титулами, подарками. Ты позволяешь ему быть рядом, но дверь твоей спальни остается наглухо запертой. Это сводит его с ума. Это превращает его влечение в слепую, разрушительную паранойю. Каждый день это пытка. Ты знаешь, если ты сдашься слишком рано, ты станешь очередной фавориткой. Если ты перегнешь палку, он отрубит тебе голову. Ты идешь по тонкому льду, и под ним ледяная черная вода. В 1528 году в Англии вспыхнула потница, судор англикус, страшная болезнь, когда смерть наступала через 3 часа. Ты сама едва не погибла в замке Хивер. Ты слышала, как бьется твое сердце в лихорадке, и когда Генрих умолял Бога пощадить тебя, ты поняла, ты победила его волю. Ты начала открыто влиять на государственные дела, вытесняя Родинала Уолзи и окружая короля реформаторами. 1 сентября 1532 года в Виндзорском замке ты достигла того, чего не добивалась ни одна женщина в истории. Тебя провозгласили маркизой Пембрук по собственному праву. Это был не просто титул, это была передача земель и доходов в 1000 фунтов в год, что сделало тебя финансово независимой от отца и короля. Во время церемонии ты стояла перед Генрихом в мантии из малинового бархата, подбитой горностаем. Ты чувствовала, как тяжесть золотой цепи на твоей шее подтверждает твою новую власть. Спустя месяц ты сопровождала Генриха в Кале на встречу с королем Франции Франциском I, выступая в роли его королевы перед лицом всей Европы. Там, среди сияния золотой парчи и аромата жареных фазанов, ты добилась негласного признания своего статуса от своего бывшего господина. Оглушительный успех, но все еще не то, чего ты так страстно желаешь. Ты решаешься и бьешь в самую больную точку. Генрих женат на испанке Екатерине Арагонской почти 20 лет, но у них нет сыновей. Все младенцы мужского пола умерли. Для короля это крах династии. И ты каплей за каплей, день за днем вливаешь в его разум яд сомнения. Твой брак проклят Богом. Небеса отвергли твою жену, потому что она была женой твоего брата. Но Папа Римский отказывается дать развод. За спиной Екатерины стоит император Священной Римской империи, и папа в ужасе тянет время. Генрих в бешенстве. В приступе ярости он уничтожает своего лучшего друга и самого могущественного человека в стране, кардинала Уолси. Уолси умирает от сердечного приступа по дороге в Тауэр, сломленный и востоптанный. Ты смотришь на это и понимаешь страшную правду.
Любовь Генриха – это смертный приговор для тех, кто перестает быть ему полезным. Запах крови уже витает в воздухе, но ты не можешь остановиться. Твой девиз «Все» или «Ничего». И тогда ты делаешь ход, который навсегда переломит хребет мировой истории. В полумраке королевских покоев ты протягиваешь ему запрещенные протестантские книги Уильяма Тиндейла и Симона Фиша. Ты шепчешь ему на ухо: «Зачем тебе этот далекий Папа Римский? Ты король Англии, твоя власть от Бога, ты сам себе закон». Чтобы затащить тебя в постель, Генрих совершает немыслимое. Он посылает Ватикан к черту. Он откалывает Англию от католического мира и назначает главой церкви самого себя. По всей стране пылают алтари. Древние тысячелетние монастыри грабят, их земли конфискуют. Людей, которые отказываются признать новые законы, пытают и казнят. Голова великого гуманиста Томаса Мора катится по эшафоту. Кровь льется рекой. И все это из-за твоего слова «нет». 25 января 1533 года вы тайно обвенчались. Ты уже чувствовала, как внутри тебя бьется новая жизнь. Это была твоя главная ставка. Наступает твой абсолютный триумф. 1 июня ты идешь по алому ковру в мантии из горностая. Архиепископ возлагает на твою голову тяжелую, усыпанную бриллиантами корону святого Эдуарда, ту самую, которую до этого надевали только на правящих мужчин-монархов. Это беспрецедентно. Ты сломала тысячелетнюю систему. Ты заставила мир прогнуться под себя. Ты королева Англии. Но когда ты выходишь к народу, улыбка застывает на твоем лице. Ты ждешь оваций, а в ответ тишина. Мрачная, давящая, враждебная тишина. Для них ты не королева, для них ты выскочка, ведьма с черными глазами, которая опоила короля дьявольским зельем и уничтожила истинную веру. Корона святого Эдуарда давит на виски так, что хочется кричать. Ты понимаешь самую горькую истину. Власть пахнет воском, потом и липким страхом. Теперь ты на вершине, а значит, из-за каждого угла на тебя направлены тысячи невидимых ножей. И единственный твой щит, единственная страховка от смерти – это ребенок в твоей утробе, мальчик, которого ты обязана родить. Ты думала, что победила смерть, Анна, но двор – это бесконечный экзамен, без права на пересдачу. Оставайся со мной, и через пару минут ты увидишь, как первый крик твоего новорожденного вынесет тебе смертный приговор. 7 сентября 1533 года. Ты лежишь в родильных покоях, измотанная болью до полусмерти. Астрологи в один голос обещали мальчика. В королевской канцелярии уже заготовлены документы о рождении принца. Вся страна, все костры и казни, все это было ради одного, ради сына, который сейчас должен закричать. Но ты слышишь шепот. Повитуха отводит глаза. Фрейлины замирают. Это девочка. Ты смотришь на Генриха. Человек, который ради тебя разорвал мир на части, меняется в лице. В его глазах гаснет огонь, и приходит холодный, расчетливый мрак. Он сухо, сквозь зубы поздравляет тебя.
разворачивается и уезжает на охоту. Девочку назовут Елизаветой. В этот момент, глядя на закрытую дверь, ты понимаешь, таймер запущен. Твое тело — это больше не твое тело. Оно государственное. И оно не справилось. В грамоте о рождении принца в спешке пришлось вписывать букву «С», чтобы получилось принцесса. Ты верила, что это лишь начало. Ты не знала, что за каждым твоим шагом уже следит Томас Кромвель, высчитывая стоимость твоих ошибок. Твои покои, когда-то наполненные смехом, теперь пахли тяжелым ладаном и невысказанными угрозами. Ты чувствовала, как Генрих отдаляется. Его взгляд все чаще задерживался на Джейн Сеймур, бледной, кроткой фрейлине. Ты начинаешь задыхаться от страха. Дворец превращается в клетку, где тишина хуже крика. Ты пытаешься компенсировать свою неудачу властью. Ты лезешь в политику, дерзко споришь с министрами. Тебе кажется, если ты будешь умной, он тебя не бросит. Какая же это фатальная, жалкая глупость! Генриху не нужен был партнер с интеллектом. Генриху нужен был инкубатор для наследника. Твой острый ум, который когда-то сводил его с ума, теперь его просто раздражает. Ты чувствуешь, как невидимая удавка на твоей маленькой шее затягивается все туже. Вокруг тебя океан ненависти. Старая аристократия презирает тебя. Католики проклинают, а простой народ открыто называет ведьмой. Для них ты мишень. Ты видела, как на эшафот всходили люди, которых ты когда-то уважала. Их кровь была на твоих руках, и ты слышала их имена в каждом скрипе половиц. Но самым страшным ударом стал январь 1536 года. 7 января умерла твоя главная соперница, Екатерина Арагонская. Ты надела ярко-желтое платье, празднуя ее смерть. Но ты совершила роковую ошибку, не поняв, что пока Екатерина была жива, Генрих не мог развестись с тобой, не признав свой первый брак законным. Теперь ты осталась одна, против его прихотей. 24 января на турнире в Гринвиче Генрих в полном доспехе упал вместе с конем и 2 часа пролежал без сознания. Ты видела его, неподвижного, как железное изваяние, и поняла, если он умрет, тебя разорвут на куски. Твой шок был настолько велик, что спустя 5 дней ты родила мертвого мальчика. Ты выкинула своего спасителя. Запах крови навсегда пропитал твои простыни. Генрих вошел в твою спальню как судья, заявив, что Бог отказал ему в сыновьях от твоего чрева. Твои друзья превращались в предателей. Твой отец начал отводить взгляд. Стены Хэмптон-Корт оказались тебе клеткой, где прутья были смазаны ядом Кромвеля. Генрих уже не скрывает отношений с Джейн Сеймур. Генрих устал от огня, он устал от войны, он хочет покоя и сына, и он смотрит на эту серую мышь точно так же, как когда-то смотрел на тебя. Дворец замирает, смех в залах стихает, все понимают, что происходит. Ты стала обузой. Но есть огромная проблема. Генрих не может просто развестись с тобой. Если он аннулирует и 2-й брак, вся его религиозная реформа, весь кровавый разрыв с Папой Римским окажутся незаконным фарсом. Он потеряет статус главы церкви. Значит, выход только один. Тебя нужно избавиться. Физически тебя нужно стереть. Из тени выходит Томас Кромвель,
человек, которого ты сама помогла возвысить. Хладнокровный прагматик, мастер интриг и политический мясник. Он начинает плести паутину, из которой тебе уже не вырваться. Машина репрессий запущена. Ты думаешь, самое страшное — это когда у тебя забирают корону? Нет, Анна. Самое страшное — это когда у тебя забирают честь. Оставайся со мной, и прямо сейчас ты увидишь, как за холодными стенами Тауэра из тебя слепят образ самой грязной блудницы в истории, обвинив в том, от чего у всей Европы волосы встанут дыбом. Весна 1536 года. Томас Кромвель запускает мясорубку. Воздух во дворце становится липким от паранойи. Придворного музыканта Марка Смитона уводят в застенки. Ему ломают пальцы. Первое звено цепи сковано. 2 мая. Капкан захлопывается. Входят члены тайного совета. Они не кланяются, они смотрят сквозь тебя. Они зачитывают ордер. Ты обвиняешься в супружеской измене и заговоре против королевской жизни. Ты задыхаешься от возмущения. Ты требуешь встречи с мужем, тем самым Генрихом. Но король отказывается тебя видеть. Ты больше не человек. Ты отработанный материал. Тебя везут в Тауэр. И вот здесь Кромвель наносит самый нечеловеческий удар. Тебя запирают в те же самые роскошные покои, где всего 3 года назад ты провела ночь перед триумфальной коронацией. Ирония судьбы бьет наотмашь. Эти стены помнят твой триумф, а теперь они станут твоей гробницей. Ты начинаешь терять рассудок. Ты бьешься в истерике. Ты вдруг начинаешь нервно смеяться. Но ты не одна. Фрейлины сидят по углам, как стервятники, и записывают каждое твое нервное слово. Любое твое слово — это гвоздь в твой собственный гроб. Генриху мало просто убить тебя. Им нужно уничтожить твой образ, вымазать тебя в такой грязи, чтобы ни один человек в Европе не посмел тебя пожалеть. К тебе приходят следователи. 5 мужчин. Тебе вменяют связи с музыкантами в те самые дни, когда ты даже не находилась во дворце, когда ты носила под сердцем королевского ребенка. А затем звучит последнее имя, и у тебя подкашиваются ноги. Мир перед глазами чернеет. Джордж Болейн, твой родной брат. Тебя обвиняют в инцесте. Тебя превращают в ненасытную, одержимую демонами блудницу. Ты понимаешь, зачем они это делают. Если тебя признают виновной, тебя сожгут на костре заживо. Ты уже чувствуешь запах горящей плоти, своей плоти. 15 мая 1536 года. Твой суд. Это не поиск истины, Анна. Это театральная постановка твоей смерти. Ты обводишь взглядом 26 судей, и твое сердце сжимается в последний раз. Главный судья — твой родной дядя Томас Говард. Он сидит с ледяным, мертвым лицом. Верность тирану для него важнее родной крови. А в рядах жюри ты видишь Генри Перси, того самого юношу, твою первую и единственную настоящую любовь. Перси не может смотреть на тебя. Слушая эти чудовищные обвинения, он несколько раз падает в обморок прямо в зале суда от ужаса и бессилия. Но ты не падаешь. В этот момент страх отступает. Вся твоя королевская стать возвращается к тебе. Ты стоишь перед ними одна, без адвокатов, и ты держишься с абсолютным, недосягаемым величием. Ты блестяще, логично, с ледяным презрением разбиваешь их жалкие доводы один за другим. Ты говоришь так страстно, что многие в зале опускают глаза, пораженные твоим невероятным мужеством.
Но скрипт уже написан. Им плевать на правду. Судьи единогласно выносят вердикт. Виновна. Твой родной дядя встает и без единой эмоции зачитывает. Анна Болейн виновна государственной измене. Ее приговаривают к смерти через сожжение на костре или обезглавливанию по милостивой воле короля. Приговор вынесен. Тебя возвращают в камеру. И теперь каждая секунда – это ожидание шагов палача с факелом. Но даже стоя на самом краю своей разрытой могилы, ты сыграешь свою последнюю партию так изящно и жестоко, что заставишь плакать даже собственных убийц. Через мгновение мы перенесемся на эшафот, где ты произнесешь слова, которые станут твоей величайшей местью. Утро 19 мая 1536 года. Твой последний рассвет. Страх ушел. Истерики закончились. Ты знаешь, что за 2 дня до этого твоего брата Джорджа обезглавили на Тауэрском холме. Ты знаешь, что твоя дочь Елизавета теперь бастард. Вдумайся в этот абсолютный кафкианский абсурд. Суд признал, что ты никогда не была законной женой короля, но тебя все равно казнят за супружескую измену. Система сожрала саму себя, лишь бы избавиться от тебя. Но тебе уже все равно. Ты готова. Обычно изменников казнят при огромной ревущей толпе, но для тебя делают исключение. Эшафот стоит внутри крепости. Ты поднимаешься по деревянным ступеням. Твой шаг тверд. Ты смотришь на палача. Это последняя милость твоего мужа. Он выписал лучшего мастера из французского Кале, который рубит не топором, а длинным двуручным мечом. Французская сталь для женщины, которую воспитала Франция. По традиции, осужденный имеет право на последнее слово. Если ты разозлишь Генриха, он отыграется на твоей 2-летней дочери. И ты делаешь свой последний, самый гениальный политический ход. Ты лжешь в лицо вечности, чтобы спасти своего ребенка. Ты смотришь на лордов, предавших тебя, и произносишь ясным, звонким голосом: «Я пришла сюда не для того, чтобы обвинять кого-либо, но я молю Бога спасти короля, ибо более милосердного и доброго государя не было никогда». Многие в толпе опускают глаза от этой горькой, звенящей иронии. Ты умираешь не как сломленная жертва. Ты умираешь как истинная королева. Ты снимаешь чепец. Фрейлины завязывают тебе глаза белой повязкой и убирают волосы с шеи. Они рыдают, их руки трясутся. И в этот момент ты произносишь фразу, от которой мороз идет по коже. Ты искренне улыбаешься и говоришь: «Не плачьте, у меня такая маленькая шея, мастеру будет совсем несложно». Ты опускаешься на колени в солому. Ты ждешь удара. Ты шепчешь молитву: «Господи Иисусе, прими дух мой». Палач делает знак своему помощнику. Помощник громко кричит: «Где мой меч?» Ты поворачиваешь голову, вытягивая шею. Это уловка. Шаг. Взмах. Блеск стали. Ты не чувствуешь боли. Тьма наступает мгновенно. Было около 9 часов утра. Тебе было всего около 30 лет. Для тебя даже не потрудились сколотить гроб. Твое тело небрежно бросают в ящик из-под стрел. Генрих абсолютно уверен, что стер тебя из истории. Как же он ошибался! Пройдут годы, на трон взойдет она, та самая ненужная девочка, бастард, твоя дочь, Елизавета.
Она будет править 45 лет. Она сделает Англию владычицей морей и начнет Золотой век. Она докажет всему миру, что женщина может править лучше любого короля. И она никогда не выйдет замуж, потому что слишком хорошо запомнила. Любовь монарха – это всегда эшафот. Ты была пешкой, которую пытались продать. Ты стала королевой, которая разорвала мир на части. Ты Анна Болейн. И это была вся твоя жизнь. История Анны Болейн доказывает одно: в «Игре престолов» нет хороших и плохих. Кем она была для вас? Алчной интриганкой или гениальной женщиной, ставшей жертвой тирана? Напишите ваше мнение в комментариях. Я читаю каждый. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.